Михалыча в нашем поселке знал каждый, старик был лучшим пчеловодом в округе. Огромная пасека, которой он занимался вместе с женой, располагалась недалеко от села. Семейный бизнес приносил довольно неплохие деньги. И вот как-то заметил старик, что кто-то повадился разорять его пасеку. Решил он, что надо вычислить разбойника и наказать. Так что придется в засаде и какое-то время посидеть, сказал он жене. Михалыч еще днем соорудил в укромном месте шалаш, перетащил туда все необходимое и, как только начало смеркаться, отправился дожидаться злодея. Первая ночь не дала никаких результатов, так и просидел он в своем укрытии, никого не дождавшись, только замерз и не выспался. Вторую ночь он опять сидел в засаде, под утро начало клонить в сон, как вдруг со стороны леса нарисовалось небольшое бурое пятно. Оно приближалось к пасеке, значит, не зря он тут 2 ночи мерз. «Да это же медведь, только маленький, только этого не хватало», — подумал Михалыч. «Ну надо же, нашел, где метком на халяву полакомиться можно». Пасечник пошумел немного и, услышав шум, медвежонок убежал в лес. «Надо что-то придумать, он нам так всю пасеку разорит, а то еще и маму приведет, тогда совсем плохо будет», — жаловался Михалыч. Супруги. Долго советоваться не пришлось. Нюра предложила подкармливать медвежонка медом, может, он тогда и проказничать не будет. Стали они оставлять для медвежонка кусочки меда в сотах. Маленький воришка приходил периодически, но на пасеку больше не лез и ульев не разорял. Он долго вылизывал чашку из-под меда, кряхтел и громко чавкал. Вдоволь наевшись, он уходил в лес, довольный и сытый. Мама так и не появилась. Из этого факта семья сделала вывод, что матери у медвежонка нет, вот он и рыщет везде в поисках еды. Так и продолжалось какое-то время, пока не наступила осень, а за ней и зима. Медвежонок перестал приходить за угощением, видимо, залег в берлогу. А весной к ним на пасеку пришел уже не медвежонок, а молодой медведь. Так появился у них Михаил Иванович, такое имя дали медведю. Нюра продолжала подкармливать Косолапова. Он быстро подрос и окреп на сытной домашней еде. Теперь он с завидным постоянством наведывался на пасеку за угощением и был ее своеобразным охранником. Супруги перестали его бояться. Вел он себя достойно, вполне по-дружески. Брал только то, что ему предназначалось, не разбойничал и не хулиганил. Между людьми и зверем установились вполне дипломатичные отношения. Пожилые, но сильные старики решили еще больше увеличить оборот своей продукции. Дополнительно установили несколько десятков ульев и наняли помощника. Но Нюра и Михалыч доверились не тому человеку. Их новый работник оказался продажным и решил навести на пенсионеров городских рэкетиров. И вскоре бандиты подъехали к пасеке на 2 машинах. Иван Михалыч встретил их по-доброму, решив, что они приехали купить мед. Но рэкетиры сразу заявили, что будут собирать со стариков деньги за определенную сумму в месяц. Они обещали защищать их бизнес от настоящих бандитов. Михалыч пошутил, что кроме них он тут больше никого не видел. Но вымогатели обозначили, что выбора у пчеловодов нет, или платить, или попрощаться с пасекой, которую пообещали жечь вместе с пчелами. Через 3 дня рэкетиры собирались вернуться, чтобы взять деньги за полгода вперед. Супруги начали думать, что же им делать. Нюра предложила обратиться в полицию. Но Иван понимал, что там ничего сделать не смогут. Не будут же полицейские целыми днями охранять их пасеку, чтобы защитить от бандитов. Тем более, что устроить пожар можно было с легкостью. Хватило бы пары литров бензина и одной маленькой спички. И Михалыч понял, что действовать придется самостоятельно. В доме был небольшой арсенал оружия, так как Михалыч был заядлым охотником. Решили они, что сами смогут защитить себя и свое добро. Вымогатели приехали через 3 дня, как и собирались. Вот только навстречу им так никто и не вышел. Старики засели на чердаке с охотничьим ружьем, откуда за всем наблюдали. Бандиты начали звать хозяев и требовать деньги. В противном случае пообещали забрать все, что им приглянется, а затем приехать еще раз, чтобы взыскать проценты за долг. Но им никто не ответил. Михалыч уже держал их на прицеле. Тогда главарь велел остальным заходить внутрь. И тут помощь к старикам пришла неожиданно, откуда они совсем не ожидали. Не успели бандиты сделать и пару шагов по направлению к дому, как вдруг откуда-то из леса выскочил медведь, который был в бешенстве и выглядел еще более агрессивным, чем вся эта бандитская свора. Он бежал к дому, круша. На пути все кусты, молодые деревья и даже забор, который упал, не выдержав его яростного натиска.
Влетев во двор, медведь даже успел на бегу отшвырнуть в сторону одного из бандитов. Потом он встал на задние лапы и двинулся на обидчиков, широко раскрыв пасть и показав свои огромные зубы. Куда только делась наглость крутых бандитов. Михаил Иванович, передвигаясь на задних лапах, всей своей свирепой массой двинулся на них. Медведь мотал головой, громко ревел и фыркал, обнажая свои яростные клыки. Бежать от медведя бесполезно, это знают все. Только попробуй покажи ему спину, и все, тебе конец. От неожиданности и страха нарушители остолбенели. Михаил Иванович налетел на главаря ракетиров, сбил его с ног. Слюна с клыков капала прямо на грудь незадачливому бандиту. Все остальные подельники бросились бежать, пока медведь был занят их предводителем. Следом с оружием из дома выскочили Михалыч и Нюра. Они наставили на нерадивого грабителя ружье, а потом крепко его связали. До прихода полиции. Медведь еще немного потоптался во дворе, взял немного фруктов в подарок и скрылся в лесу с чувством выполненного долга. Сегодня он спас не только свои кормовые угодья, но и своих друзей-пасечников. Животные, в отличие от людей, помнят добро и всегда готовы отплатить тем же. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.